Всем привет, с вами Дэн, и как видите, ракета и, наверное, главная новинка 26 года, поскольку 65 лет назад Юрий Гагарин совершил первый полет в космос. Ну и, как вы знаете, появился часовой бренд «Ракета» как раз благодаря триумфу Гагарина. И юбилей «Ракета» 65 лет. Юбилейная модель, которая называется «Байконур». Специально для космонавтов. Давайте коробочку открывать, смотреть, что внутри. И разбираться. О! Наклейки на что? На холодильник, да? Дальше. Традиционно для ракеты у нас карточка с серийником. У нас работники ракеты. Мне кажется, это прикольная такая фишка, которую я встречал только у ракеты. Опа, это у нас еще мануфактурный механизм и его части, которые, я так понимаю, наклеечки можно наклеить. Интересно, интересно. Слушайте, ну, милые такие фишечки, которые раньше были характерны, например, для Apple, да, а потом в Apple их практически не стало. А в ракете вот они есть. Так, значит, здесь вот что-то должно быть интересное, а именно второй ремешочек у нас по часам. Ну, попозже будем это все рассматривать, потому что, конечно же, главное это коробка с часами. В этой версии, я смотрю, нет каких-то всяких фишек в виде моделек. И по мне так может быть и правильно, потому что главное это то, что у вас будет на запястье. Давайте открывать, смотреть. Ракета Байконур. Так. Интересно. О, вот почему у нас тут ремешочек-то. Потому что здесь липучка специально для скафандра. Это круто. Это круто. Раньше такие фишки мы видели у кого? У Омеги Speedmaster. А теперь, привет, есть они и у ракеты. Давайте я пленочку сниму и будем продолжать. Значит, я снял пленку и скажу так. Поскольку для меня ракета, это, ну, в последние годы уж точно, это всегда про эмоции. Ну уж вы извините, да, для меня это эмоции. Я понимаю, что у ракеты есть модели специализированные, как в данном случае часы для МКС, для космонавтов, но положу руку на сердце, часы это в первую очередь все равно про вот ваши впечатления, ваши эмоции. И я, когда их открыл, я видел рендеры перед роликом, естественно, но, честно говоря, вживую эти часы мне понравились. Это классная модель. На рендерах, ну, как-то вот, может быть, не то. Вживую и интересная, инструментальная, где-то даже есть что-то, может быть, и винтажное, да, но и в первую очередь мы видим, что это вот такой вот инструмент для космонавтов, потому что и ремешок на это настраивает, и циферблат. Здесь у нас, понятное дело, что поскольку космонавты это у нас полные сутки, так более удобно, то формат времени 24 часа. И интересно сделали вот это разделение такое черно-белое, ну как раз таки у нас, да, день и ночь, два контраста. Считывается прям сразу, это очень хорошо видно. Мне нравится так, что здесь тоже встроенный компас, да, солнечный, который управляется головкой, и, соответственно, можно ориентироваться на местности. Ну, компас в принципе полезная штука, а здесь в данном случае предполагается, что это космические часы, мало ли что произошло, мало ли что там вся электроника полетела, вот у нас есть на всякий случай и компас. И если мы говорим про тех, кто покупает ракету и использует эти часы просто вот как повседневные, понятное дело, что это не настолько прям принципиально. Но давайте говорить откровенно. Если мы скажем про тот же самый хронограф, например, да, ну что там с ним мы замеряем сейчас, да, отрезки времени, сплит-секунды какие-нибудь, ну, конечно, нет, это усложнение, которое по классике делается, да, потому что мы любим механику, потому что мы любим часы вот в старом добром стиле с какими-то усложнениями. Здесь в данном случае компас это вот, как мне кажется, то же самое, да, если понятное дело, эти часы не носит пилот, космонавт и все остальное прочее. Поэтому у нас здесь, да, есть GMT, есть день-ночь, формат времени 24 часа, ремешок специальный. А если в офисе, то вот вам, пожалуйста, есть базовый ремешок, который, понятное дело, будет удобней под рубашечку, да, под свитерочек, под футболочку. Здесь все для вас тоже есть. И наклеечки тоже для таких вот покупателей. По-моему, здорово. Для всех, всем сестрам по серьге, что называется.
Плюс здесь в этой модели отключения автоподзавода, да, у нас идет во время ручного завода, да, у механизма ракета. И поэтому такие часы более надежные в условиях использования в космосе, потому что понятное дело, что в космосе автоподзавод смысла не имеет. Я бы, конечно, здесь предпочел вообще версию без автоподзавода, это было бы круто. Но поскольку, опять же, и гражданские будут носить эти часы, то, собственно, такая вариация подойдет и одним, и вторым, что, в принципе, тоже, как мне кажется, правильно. Часы на липучке в повседневе, в принципе, наверное, не так удобно, не так практично, потому что липучка имеет свойство набирать на себя пыль и так далее, но это здорово, слушайте, но это классно, что у вас именно инструмент на запястье, поэтому я уверен, что большинство покупателей будут носить ракету именно на липучке, потому что, вы же не просто так купили себе ракету Байконур, да, ракету для космонавтов. Так что вот так. По характеристикам давайте пройдемся. Значит, внутри у нас калибр 26-24 СА, да, мануфактурный ракетовский, и полностью делается, значит, на заводе ракета. 24 камня, минус 10 плюс 20 секунд в сутки точность, запас хода 40 часов, 18 тысяч полуколебаний в час. Корпус у нас стальной. 42 мм по диаметру, стекло сапфировое, купольное, заднее стекло минеральное, 200 метров водозащиты, так что в этих часах можно и нырять, и для космонавтов это тоже правильно, потому что, опять же, мало ли что, куда-нибудь там в озеро, в реку или в море. Стрелки, метки суперлюминовые у нас, так что в темноте все будет светиться. И давайте посмотрим. Конечно, по цене, да. Что по цене, да? Мы всегда интересуемся, сколько стоит ракета, даже те люди, которые никогда в жизни ничего дороже, чем Восток, не покупали, им всегда, конечно же, интересно, сколько стоит ракета. Новая ракета стоит 220 тысяч рублей в интернет-магазине, да, или в официальных бутиках ракеты. И цену не комментирую. Цену не комментирую, потому что мы уже с вами привыкли за последние годы, что ракеты у нас увеличиваются по цене. 42 по диаметру. Высота с учетом купольного стекла 14,1. По ремешочку, я так думаю, что 22, наверное. Нет, 20. 20, да. Хорошо. И от ушка до ушка, что у нас получается, 48,6. Это достаточно универсальная модель, как для космических. Не самые, может быть, маленькие, но мне кажется, что такого плана часы вряд ли должны быть меньше, потому что иначе это будет выглядеть странно. Кстати, классно, вот это мне нравится, прям стальная здесь такая застежечка у нас, логотип ракеты белый. Наверное, белый не самый практичный, когда вы носите их там, не знаю, в офис, может быть, но для космонавтов там же часто, я так понимаю, что белого цвета скафандр. Костюм для космонавтов, точнее. Поэтому белый на белом. Красиво. Красиво. Слушайте, мне нравится. Мне нравится. Вот именно вот в этом исполнении классно. Белый циферблат. Он причем такой именно белый в нижней части и такой немножко молочный или слоновьей кости по верхней части. На контрасте, на объеме. И обратите внимание, сколько здесь объема по циферблату. Он сложный, потому что у нас идет основная часть, где ракета написана, где сделана в России ракета, да, потом у нас идет первый диск такой, где индикация времени, 24 часа, нулевка классическая ракетовская. Дальше идет уже, соответственно, такой внутренняя часть скошенная по ранту, где у нас шкала компаса и объемное купольное стекло. Кстати, искажений здесь не так много, потому что широкий внутренний рант, где компас, поэтому по краям искажений мало, и это правильно, потому что часы для дела, соответственно, вот этого винтажного, да, лука с таким стеклом здесь нет. Стекло сделано прям правильно. Это круто, кстати, это решение, над которым поработали дизайнеры явно, потому что иначе бы эти часы показывали бы искажения, когда смотришь на них немножко в бок, и, наверное, считывалось бы это намного хуже. Что неправильно для Tool Watch. В данном случае у нас все-таки Tool Watch, как вы не хотите, да? Это Tool Watch.
две головки, мне нравится такое исполнение. Слушайте, вот сейчас я бы даже сказал, что как будто бы, наверное, благодаря креплению ремешка, он прям в самой нижней части, не чувствуется высокий объем, классический для ракетовского механизма, когда задняя крышка пухлая. Этого сейчас не ощущается. Слушайте, мне нравится, как они сидят. Они сидят не как прям вот часы 14, да, там примерно я намерил миллиметра в высоту. Они тоньше, они кажутся тоньше. Tool Watch очень красивый, симпатичный. Конечно же, мы посмотрим на отделку, потому что, ну, понятное дело, ракета делает премиальную отделку, и понятно, что это соответствует стоимости. Здесь по-другому быть не может. Сейчас на это все обратим внимание, конечно же, но мне нравится дизайн, мне нравится посадка. А это для таких часов, согласитесь, немаловажно. Ну, вот как на ремешке, да, на ремешке уже, понятное дело, для обыденной носки намного удобнее, для каждодневной, кстати, бакли красивые у ракеты, конечно. О, рубинчик-то у нас есть в заводной головнике-то, а? И в одной, и во второй головке есть рубинчик, да? Красиво, хорошо, приятно, по классике все. Вот это мне нравится. Ремешок приятный, качественный, типичный ракетовский и матовый, хорошо подходит к этим часам, мне нравится. Ну, на запястье будет примерно вот так это смотреться. Понятное дело, что большинство будут носить на этом ремне эти часы, но мне, конечно, по стилю, по впечатлению, по эмоциям нравится больше тканевый ремешок. И да, многие скажут, что он непрактичный. Ну, слушайте, когда человек покупает за 220 тысяч рублей ракету, вряд ли для него проблема практичность тканевого ремешка. Давайте будем откровенны, да? Ну что ж, хочется посмотреть, наверное, по корпусу. Вертикально у нас сатинирование идет по корпусу. Рант сложный, зеркалка сверху, по центру сатинирование. Ушки, зеркальная полировочка по грани. Здесь тоже сатинирование по корпусу. Головки красивые. Ну, подделки у ракеты давно все на высочайшем уровне. Здесь, наверное, даже смотреть не стоит. Но интересно, потому что у нас другой корпус, две головки. И, смотрите, какой здесь ротор со звездным небом. Красиво. Ну что ж, давайте смотреть циферблат теперь. Стрелки у нас, оказывается, частично скелетонированная часовая. Длинные, хорошо считываются, разного размера, разного цвета, люминофор на них. Накладные у нас метки идут между часами. Вроде бы насыщенный, да, такой, я бы сказал, даже вот, ну, понятно, что перенасыщенный циферблат по меткам, да, тут еще и у нас идет компас, но по читаемости все окей. Понятное дело, что 24 часа это нужно всегда привыкнуть, но когда вы носите такие часы уже несколько дней, то в принципе привыкаете и проблем с этим не будет. Скажу на своем опыте. Ну что ж, ракета Байконур, слушайте, мне нравится по дизайну, мне нравится по комплектации, да, что они сделали космический такой ремешок. Здесь хорошо продумана концепция, то есть компас, 24 часа, вот это по циферблату все разделено. Круто, классно стилизовано, отличный дизайн. И знаете, вот эта модель не чувствуется слишком высокой, как некоторые, может быть, другие инструментальные ракеты. И мне это нравится, потому что она еще больше подходит к повседневной носке. И если говорить просто вот про дизайн даже в отрыве от того, что это часы для космонавтов и вот этой всей как бы истории, то мне нравится, как выполнен дизайн. Напишите, как вам кажется, понравилось, не понравилось, что еще ждете от ракеты. На этом у меня все. Всем пока. С вами был Дэн. Конечно же, увидимся.